Привет всем! Наименование образов Docker. Каждое имя образа состоит из registry host, это имя репозитория, с которого был скачан образ, и также его порт этого репозитория. Если порт 443, то есть HTTPS, обычно порт не пишется. Для примера я скачаю образ, допустим, Nginx с тегом latest. Хорошо, не буду указывать текст. И теперь скачаю еще Nginx с тегом alpine. Теперь выведу список образов. И тут в имени я не вижу ни какого-то репозитория, ни namespace. И почему так происходит? Дело в том, что по умолчанию все образы скачиваются с Docker Hub. И, допустим, я скачиваю сейчас Nginx. И тут видно, что это официальный Nginx image. То есть, когда я пишу docker pull nginx без приставки здесь какой-либо, то это считается официальным имиджем. Теперь, почему не добавился registry host? Дело в том, что по умолчанию все образы качаются с Docker Hub. Если это так, то registry host для таких образов не добавляется. Почему namespace не добавился? Опять-таки, потому что я скачал официальный образ. Если же сейчас я скачаю неофициальный образ, вернусь назад и сделаю поиск. Здесь, допустим, есть VMware Nginx. Это, в принципе, доверенные издатели, но это не является официальным образом, да? Соответственно, если я сейчас скачаю VMware Nginx, то у меня здесь будет namespace VMware. То есть это организация, которая создала свой собственный образ для Nginx. И также есть обычные кастомные, которые уже загружают какой-либо пользователь. Допустим, вот Harness SQA. Это имя пользователя. Но видно, да, что тут не написано вообще, что происходит. Человек просто создал свой образ. Ну, давайте попробуем сделать по его образу. Так, latest тега у него нет. Тогда сделаем так. Теперь снова я выведу мои имиджи, список. И здесь уже есть namespace. То есть имя пользователя, который загрузил образ Nginx на Docker Hub. По аналогии с вот этим пользовательским образом. Здесь опять же нет registry хоста, потому что, как я уже говорил, скачан был образ даже в таком случае с Docker Hub. Теперь вариант, когда уже полностью в имени образа будет все. И будет registry host, и будет namespace, и будет репозиторий. Это происходит, когда вы скачиваете образ с какого-то другого неофициального репозитория, то есть не с Docker Hub. Это может быть ваш приватный репозиторий, либо же репозиторий других издателей. Допустим, у Microsoft есть свой репозиторий образов Docker. И сейчас я сделаю pull Hello World с Microsoft, с репозитория Microsoft. Снова делаю ImageOS. И здесь как раз таки уже есть имя репозитория, откуда я скачал, то есть registry host. Также есть namespace MCR, ну это имя сокращенной организации Microsoft, сам имя образа Hello World и, собственно, тег latest, последний. Теперь поговорим про теги. Как я говорил ранее, тег указывается в конце и через двоеточие. Зачем, собственно, вообще нужны эти теги? Как я уже сказал, по умолчанию подставляется тег latest. И представим себе ситуацию, что мы создали образ Nginx, и здесь тег latest. Один-единственный, да? И, допустим, здесь пусть будет версия Nginx, там, не знаю, 1.4. Большое количество пользователей скачало этот образ, создала контейнер с этого образа, и их устраивает именно эта версия, то есть 1.24, допустим. На другой день вкладывается обновление, и Nginx становится версией 1.25. И там появилась какая-то супер-мега фича, которая, допустим, несовместима с Nginx 1.24. И если без тега сделать push, то есть загрузить образ, допустим, в тот же Docker Hub, и здесь будет latest, то, соответственно, предыдущий образ Nginx перетерется, ну, затерется, да, он обновится.
И все пользователи, которые сделают обновление этого образа, подтянут его с Docker Hub, у них могут быть проблемы и может даже что-то сломаться. И в таких случаях правильно будет использовать теги. То есть, допустим, Nginx 1.0, у меня здесь версия 1.24, дальше что-то обновил я, создал новый образ Nginx, и где уже версия 1.25. Соответственно, я просто меняю тег 1.1. Теперь пользователь, которому нужна версия 1.24, будет скачивать 1.0, а кому нужно 1.25, будет скачивать 1.1. Это первый вариант, зачем использовать теги. Второй вариант, это же, конечно же, мы все знаем, что перед тем, как пустить что-то в продакшн, нужно оттестировать его. Соответственно, допустим, это продакшн, вот вышел мажорный V2, его нужно оттестировать. Поэтому делаем docker pull 2.0, скачиваем образ, из него поднимаем контейнер, делаем, что нам нужно, проверяем. И уже если все действительно работает, можно развернуть и заменить существующий контейнер образ с Nginx 1.0 на 2.0. Теперь где взять эти теги? Опять идем на Docker Hub, официальный репозиторий, и здесь, собственно, перечислены все теги. Допустим, есть версия 1.29, есть 1.29.3, также есть 1.28. Давайте загружу, допустим, 1.28.0. И тут же скачаю 1.29.0. Теперь, когда я выведу все мои образы, список, у меня здесь будет latest, Alpine и также вот два, которые я скачал заново. Nginx 1.28.0, последнее изменение было 2 месяца назад, 1.29.0, последнее изменение 3 месяца назад. Теперь про тег latest. Если же здесь писать так и не указывать никакого тега, по умолчанию будет поставляться тег latest. Понятное дело, сейчас он у меня уже есть, скачан и ничего не произошло. Когда я показывал пул кастомного образа Nginx от пользователя Harness SQA, у меня была здесь ошибка. Вот. Автоматически я не указывал никакого тега здесь, и автоматически подставился тег latest. Но так как у пользователя не было такого тега, я и не смог сделать docker pull. Поэтому в следующем пуле я конкретно указал тег. Помимо цифр также может быть и именной тег, то есть, допустим, Alpine можно написать. Также может быть конкретная версия и Alpine, и самого Nginx. Что происходит, допустим, когда я пишу просто docker pull Nginx Alpine. Сейчас у меня самая последняя свежая версия образа. Но если вдруг завтра Nginx разработчики выпустят новый образ для Alpine, и я сделаю опять docker pull Nginx Alpine, я автоматически подхвачу эти обновления. И в целом в продакшн среде так делать не рекомендуется. В продакшн среде рекомендуется конкретно указывать версию вашего образа. Так как тут помимо Nginx используется и Alpine, рекомендуется указывать и версию Nginx, и версию Alpine. Допустим, вот есть 1.29.3 и конкретная версия Alpine. Можно сделать здесь выбрать определенный тег и сразу получить команду. По сути, это и есть образ, который был у меня скачан ранее. Вот, это один и тот же образ, просто с разными тегами. И как вы догадались, обычно latest используется для скачки самого свежего образа. Но это не всегда так. Если же вы скачиваете официальный образ, как я уже показывал, вот, от Nginx, это официальный образ. Если просто пишем Nginx вот здесь, без какой-либо приставки до Nginx, это будет официальный образ. Official Build of Nginx. В таком случае, да, скорее всего, вы будете качать последний образ, если поставите здесь latest вместо тега. Ну, то есть тег, но latest. Но у кастомного разработчика, допустим, обычного пользователя, который загружает это все на Docker Hub, может быть совсем по-другому. Я уже показывал, что у одного из пользователей тега latest вообще нет. Может быть так, что тег latest будет, но пользователь в какой-то момент решит, зачем мне этот latest, и продолжит конкретно делать все тегами. В
таком случае вы будете всегда пулить waitlist, ожидая то, что скачаете новую версию, допустим, вы будете думать, ну ничего нового не скачал, значит и нет ничего нового. Но на самом деле человек может прийти к этим тегам, а про waitlist вообще забыть. Как я уже говорил, в проде рекомендуется указывать конкретную версию вашего образа, который вы скачиваете. И также, если вы используете CI/CD, то не рекомендуется использовать wait. Опять-таки, разработчик может написать приложение под конкретную версию того же .NET, образа .NET. А если вы будете использовать waitlist, этот образ при каждом пуле будет обновляться. И, соответственно, вы можете прийти к тому, что ваше приложение, которое вам передал разработчик для выкладки, не будет работать в последней версии .NET. Мы увидели, как задается тег, когда мы скачиваем образ откуда-то. Но как задать этот тег самому? Для этого при билде у меня тут есть докер-файл. Когда я делаю билд, я могу указать факт и передать имя моего образа. Также мне ничего не мешает, допустим, написать здесь что-то, то есть указать себя как автора, да, и указать, собственно, тег 1.2, допустим. И, собственно, вот мой имидж, который я только что создал. Тег я задал 1.2 через двоеточие. Это имя образа репозитория, а это уже namespace, который говорит о том, что я считаю себя вот таким пользователем, и я создал этот образ. Кстати, это важно задавать. Когда я буду использовать этот образ вокально, в принципе, мне нет никакого смысла задавать, наверное, если только у вас там не несколько человек, которые создают образы, чтобы потом можно было тоже понять, кто создал, допустим, этот образ. Но если же будете делать push, то, в принципе, важно задавать имя пользователя. В другом видео я покажу и расскажу почему. Теперь второй вариант. Если нужно задать тег уже имеющийся образу, то есть вы уже скачали какой-то образ, либо создали и хотите задать ему тег. Обычно это, конечно, происходит, когда вы делаете билд без указания имени и тега. Забыл написать минус «т». И вот я сделал, допустим, тег подставился waitlist. И меня, это не устраивает. Что я делаю? Я использую команду docker image tag, где я указываю source image и его тег опционально, и, собственно, target image и его тег. Допустим, я хочу теперь my build latest переименовать в my build, допустим, 2.0. И в целом команда выполнилась. Но не все так просто. Да, я вижу 2.0, но также остался и latest. Дело в том, что несколько тегов это не равно несколько образов. Так как в образах Docker используются свои, если вы не знаете, что это, посмотрите другое видео. И используется кэш. Соответственно, все эти свои уже существуют и используется кэш. Допустим, здесь Nginx 1.0, тег Nginx 1.0 и, допустим, тег Nginx latest. Они могут указывать на один и тот же образ. В моем случае это один и тот же образ, одни и те же свои. И это даже логично. Зачем дублировать данные? Можно просто сделать тег на то же самое. Если же прям это мозолит глаза, можно удалить просто image с тегом latest. Причем здесь не произошло удаление, а именно untag сделать. Потому что у нас есть второй образ с тегом 2.0. И если вы думаете, что это только я могу так делать, то есть делать теги на одинаковые образы, то вы ошибаетесь. У того же самого Nginx есть тег latest, есть тег mainline, который будет вести на один и тот же образ. Сейчас я это продемонстрирую. Вот есть latest, есть mainline. И по сути это один и тот же образ, просто с разными тегами. Еще раз вернемся к тегам. Общий вариант, который будет всегда свежим образ, то есть может быть либо Nginx Alpine, либо Nginx latest. Если latest мы в целом последний Nginx качаем, если Nginx Alpine, мы качаем последний Nginx с последним Alpine. Может быть версия приложения плюс базовый образ, то есть версия Nginx у нас будет 1.29, при таком пуле всегда будет 1.29, а версия Alpine уже будет меняться, то есть версия Alpine будет обновляться при каждом пуле, а вот уже версия Nginx всегда будет 1.29.
И полная детализация рекомендуется для продакшена. Это когда мы уже указываем версию Nginx 1.29.3 и версию Alpine 3.22. Получается, если я делаю докер по Nginx 1.29.3 и Alpine 3.22, даже если уже вышел новый Alpine и новый Nginx, я не скачаю обновление. Я буду качать именно конкретно 1.29.3 Nginx и 3.22 Alpine. Сколько бы пулов я не сделал, сколько бы контейнеров я не создал из вот этого имиджа, он всегда будет таким. Поэтому, собственно, и рекомендуется использовать полную детализацию в продакшене и уже следить за тем, когда выходит обновление, и если вам действительно нужно обновиться, уже указывать конкретную версию. Допустим, там 1.30, да, если выйдет. И версия Alpine, не знаю, там 3.23.